Я приехала на поле, на УАЗике. Приехала помогать косить Вове. А в этот раз хочу попробовать косить сама. Не знаю, что у меня получится. Надеюсь, что получится. Вот у нас вовсю идет сенокос. Это мы уже, Вова, вернее, сегодня уже скосил. И вот там вот кусок в середине он остался, который нужно еще скосить. Вот здесь у нас уже скошено. Это скошено, кажется, позавчера. Уже подсохло сено, можно уже выбирать. А до этого у нас тоже было скошено. Вова накосил. Вот там рулоны. Я, как неправильный блогер, деревенский, не представилась и не поздоровалась. Исправляюсь. Всем привет! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Оля. За рулем МТЗ-82 сейчас Вова. Это видео о сенокосе 2021 года, о том, как я научилась косить траву на МТЗ-82 и стала напарником тракториста. Удалось ли заготовить нам сено, какую технику мы используем в пору сенокоса и кто будет есть это сено зимой, узнаете в этом видео. Если вам интересна жизнь деревни, природа, сельское хозяйство, разведение коров, птицы и другой живности, то приглашаю подписаться. Мы рады найти друзей и единомышленников, чтобы общаться, дружить и делиться полезными советами. Ну что, поехали? Как я и говорила, это мой первый сенокос в качестве напарника тракториста. Раньше весь сенокос был полностью только на Вове, и только от его работы зависело, успеет ли он заготовить сено в наше капризное пермское лето. Ведь погода непредсказуема и никого не ждет. Как говорится, кто успел, тот успел. Управлять трактором МТЗ-82 оказалось не так сложно, как я думала раньше. От процесса косьбы я получила яркие впечатления, можно сказать, испытала настоящий восторг от управления таким большим для меня трактором. После езды на тракторе УАЗик кажется совсем крохотным. Так, Вова наблюдал за мной с помощью бинокля, контролировал процесс, все ли у меня в порядке. Если я не ошибаюсь, в 2015 году я боронила это же поле на тракторе Т-40. Вот это было сложно для меня. Руль вращался очень тяжело. Сейчас единственная сложность для меня – это переключение скоростей. Я переключаю их двумя руками. А руль на МТЗ вращается легко, почти как у иномарки, благодаря тому, что Вова полностью перебрал рулевую и установил дозатор. Если вам интересно, как он это сделал, пишите в комментариях. Можем снять ролик про установку дозатора на МТЗ-82. Каждый делает это по-разному, возможно, вам будет полезен именно Вовин способ. Если вам интересна сельскохозяйственная техника, то предлагаю подписаться на наш канал. Мне кажется, у Вовы просто огромный опыт в техническом обслуживании и ремонте такой техники. Кстати, возможно, этим летом он займется очередным ремонтом нашего Т-40.
это новый день сенокоса. Как видите, я с удовольствием снова поехала косить. А Вова тем временем подцепил грабли ко второму трактору МТЗ-82 и едет грести сухое сено. У нас получилась такая параллельная работа. Я кошу траву, он в это же время гребет сено. Получается хорошая экономия времени. Осталась совсем небольшая полосочка. Совсем немножко осталось. Для сенокоса мы используем два трактора МТЗ-82, одну косилку КРН-21Б, грабли ГВВ-6М, пресс-подборщик ПРФ-110, погрузчик фронт-лифт 800 и, конечно, тракторные телеги. Кстати, у красного МТЗ Вова тоже перебрал рулевую и поставил дозатор. Это поле не единственное. В 2021 году мы косили еще два поля, а еще одно поле оставляли коровам для выпаса, потому как их количество увеличилось так, что прошлогодние пастбища стали им малы. Надеюсь, им хватит сена, которое мы заготовили. Так мы плавно подошли к ответу на вопрос, кто же будет есть зимой сено, которое мы заготовили. А вот и они, наши коровы и бычки, забавные и любопытные. В прошлые годы для коров мы огораживали электропастухом два пастбища. Месяц они паслись на одном пастбище, месяц на другом. Трава на первом пастбище подрастала, и мы снова их запускали на первое пастбище. Так мы меняли эти пастбища до октября месяца. В 2021 году пришлось пригораживать для них еще и поле. Хватило им с натяжкой до ноября. Так что в грядущем сезоне нас снова ждет расширение пастбищ. У наших коров беспривязное содержание. Они гуляют сколько хотят. Лишь поздно вечером мы пригоняем их в загон из электропастуха рядом с домом, чтобы накормить их ужином и чтобы они ночевали около дома. Так и нам спокойнее, и коровы не дичают, понимают, что у них есть дом, где их любят и всегда вкусно кормят. Все они ручные, они как котики, любят, когда им чешут за ушком и шею. Они такие красивые, шерсть мягкая, блестящая. Все они добряки, знают своих хозяев, сами подходят, трутся как коты, чтобы их погладили и угостили чем-то вкусненьким. Но если подойдет чужой человек, один, без нас, начинают зловеще урчать, горбить спины, предупреждать, чтобы лучше не подходил к ним. Особенно так себя ведут повзрослевшие бычки.
Вот такими наши коровы были в начале лета. Телята еще маленькие, пугливые, но очень любопытные. Все лето они резвились в своей компании. А это уже почти конец августа. Все заметно подросли за лето. Ажиотаж прошел, самые жаждущие напились. Вода качается. Так мы качали воду нашим коровам летом из речки последние 2 года. Но численность коровок увеличивается, и почка им уже мала. В грядущем сезоне нужно думать, как организовать им летний водопой. Ну что, буду заканчивать на этом свой рассказ. Благодарим всех за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк этим красавчикам. Пишите ваши впечатления, вопросы в комментариях. Сегодня мы вспомнили лето, пору сенокоса. Не знаю, как вы, а я даже ощутила запах свежего сена. Как захотелось, чтобы скорее пришло лето. Я села за руль МТЗ и поехала в поле косить траву. На этом все. Всем пока. До новых встреч.